Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая машина контактной сварки с педалью, универсальная. Заказчик у нас Михаил. И поедет этот аппарат в город Нижний Новгород. Михаил заказывал нам этот аппарат для сварки нержавейки. В основном 1,5 плюс 1,5 миллиметра. Да, здравствуйте. Смотрите, мы делаем вот такие хомуты. Вот. И чтобы нам аргоном не варить, нам нужны точная сварка нужна, чтобы вот эти вот соединения производить. Вот для этого нам нужен аппарат. Вылет клещей 400 миллиметров. Электроды заточены под карандаш. Вот. То есть аппарат у нас универсальный, он как может работать со станины с педалью, смыкание клещей и сварки. И также можно его будет снять со станины, открутив два винта слева и справа. Вот. И снять тягу с верхнего вылета клещей, открутив один винт. И можно будет варить им с рук, как ручными клещами. Вот. Так, аппарат у нас мощностью 4200 ампер, 5 вольт. Потребление это у него 65 ампер, 15 киловатт, питается 220 вольт. Так, что у нас по техническим характеристикам, я еще пробегусь. Так, у нас встроен защита от перегрева до 70 градусов. Защита стоит как на трансформаторе на первичной обмотке, так и на семистре, который управляет контроллером. Стоит две защиты. То есть либо на семистр сработает, либо трансформатор. Вот. Если защита вдруг сработает и вы перегреете его свыше 70 градусов, отключится контроллер, погаснет, вот, и работать уже им нельзя будет. Вот, пока не остынет градусов на 15, и он опять включится, контроллер, и можно будет опять работать. Вот. Но для того, чтобы его не перегревать, у нас есть здесь установлен, встроен на передней панели, это электронный термометр, который показывает два показания. Первое показание верхнее это будет нагрев трансформатора первичной обмотки, и второе показание это нагрев семистра, вот, на контроллере. Поэтому следите за показаниями, не перегревайте аппарат. Вот. Как увидите, что поднимается к 50 градусам, лучше остановиться, да, и не давать ему перегреваться, пускай остывает. Вот, да, если он отключится, контроллер, и сработает защита, то вентиляторы не отключаются и будут постоянно охлаждать трансформатор внутри. Вот. Также на семистр здесь установлен отдельный вентилятор, и этот отдельный вентилятор охлаждает радиатор семистра. То есть на семистре еще стоит алюминиевый радиатор на термопасте. Вот, поэтому для охлаждения наилучшего вот, еще установили дополнительный вентилятор, который обдувает этот семистр. Вот. Так, также на передней панели у нас имеются вентиляционные решетки. Вот, то есть через них воздух выходит и немного обдувает вот эти вот гибкие, подводку гибкую к электродам, к медным, и немного попадает на электроды, тоже их обдувает, вот, для охлаждения. Также по бокам у нас слева и справа имеются решетки вентиляционные для выхода теплого воздуха. Вот, на передней панели под термометром располагается кнопка ручного и автоматического режима. То есть ручной режим переключаете, это будет варить контроллер, то есть по заданным параметрам. Если ручной режим, то будет варить столько, сколько нажмете на кнопку на педали, либо на кнопку для под большой палец на клещах ручных. Так, на кнопке тоже выведен концевик, и при нажатии на педаль смыкаются наши клещи, вот, и дожимая педаль до пола, сжимается компенсационная пружина, здесь буквально 1 миллиметр, и дожимается, и происходит сварка. То есть вот слышно, он щелкает, концевик. Вот, и происходит еще сварка. Так, на контроллере на самом можно будет регулировать ток и время. Показывает у нас здесь
цифровой мониторчик. Вот, ток у нас в процентах регулируется от 30 до 99%. И время от одного периода до 50. Время показывается в периодах. Вот, то есть один период равняется 20 миллисекундам. 25 периодов это полсекунды. 50 периодов это 1 секунда. То есть один период это 20 миллисекунд. Вот так считать. Лампочки индикаторные здесь у нас написано. Питание, состояние, педали, сварка. Вот. Так, по поводу того, что педаль у нас тоже регулируется. Она регулируется вот таким талрепом. Регулировать толщину свариваемого металла. То есть, если металл плоский, листовой, тоненький, да, миллиметр плюс миллиметр, вот, либо толстый какой-то там 2 или 3 миллиметра, 3 плюс 3 миллиметра, да, то есть можно будет отрегулировать по толщине металла. Вот. Так, на задней панели у нас расположено это вентиляционные кулеры, которые охлаждают наши трансформаторы. Так, автомат включения, провод 220 ватт подключения, вот, и разъем под педаль. Вот он на разъеме. Так, провод 6 квадратов. Вот, и подключать аппарат желательно проводом тоже 6 квадратов. Если вдруг попробуйте сваривать где-то, например, в розетке с проводом 2,5 квадрата, тоже, в принципе, можно кратковременно работать с таким сечением провода, да, в розетке. То есть я вот в квартире подключил, пробую, и, в принципе, все варит нормально. Но для корректной работы этого аппарата желательно подключать его 6-квадратным проводом. Вот. И не заужать. Также подключайте заземление, так как корпус заземлен. Вот, используйте розетки с заземляющими контактами. Так, вилка для розетки обычно, то есть будет в комплекте, она будет подсоединяться вот такими колодками. Вот, на колодках написано линия, нейтраль и заземление. Все буквенно обозначено. Подключайте правильно. В розетке тоже желательно определить, где фаза, где ноль. Вот, написать там маркером, где фаза, где ноль, и также правильно подключать. То есть на вилке тоже у нас указано, где фаза, где ноль. Вот. Подключать его аппарат подвести от счетчика 6-квадратным проводом от щитка, где будет стоять этот аппарат, подвести 6 квадратов провод медный, трехжильный. Вот. И в комплекте будут у нас это автоматы, коробка с автоматами, к которым будет подключаться вот этот аппарат наш. В комплектации сейчас тоже продемонстрирую. Вот она здесь у нас находится, да, автоматы, коробка с автоматами. То есть заземляющий контакт тоже внутри есть. Вот, подключайте, все правильно. Так, это у нас кнопка, педаль выносная, проводная, 2 метра. Подключается в штатный разъем педаль. Тоже удобная вещь. Если сваривать, например, с рук и нажимать на кнопку на корпусе неудобно под большой палец кнопочку, то можно кинуть на пол, нажимать ногой. Либо кто-то второй помогает вам, нажимает на эту кнопку. Да? Вы держите аппарат руками вот, на весу, и кто-то, например, нажимает на кнопку. Вот. Либо использовать для сварки литионных аккумуляторов. Можно подключить к разъемам, вот к этим вот гайки откручиваете, подключаете сюда провода для сварки литионных аккумуляторов. То есть буквально по 50 сантиметров достаточно провода, квадратов где-нибудь от 10 и выше. Вот медный провод гибкий с медными электродами, и можно будет сваривать уже литионного аккумулятора и пользоваться вот этой кнопкой проводной. То есть вот так вот они выглядят. Два медных щупа, можно так сказать, и подключаете сюда и сюда. Вот, и можно будет сваривать, нажимая ногой вот на эту кнопку проводную, руками держать электроды и сваривать литионные аккумуляторы.
В комплект такие провода не входят для сварки литионных аккумуляторов, так как пользуются, то есть сваривают, берут у нас аппараты для других задач, и сваркой литионных аккумуляторов мало кто пользуется. Вот, поэтому, если вы будете так хотите что-то сварить, да, для себя разово или там, вот, можно использовать именно в таком плане вот эту кнопочку. Так, здесь у нас очки в комплекте для глаз, защиты глаз от искр, и перчатки двухслойные. Так, крепление к полу также у нас имеется в комплекте, то есть если к дереву крепление, либо к бетону. 2 вида крепления. И наша визиточка в комплекте. Так, абразив для зачистки электродов. Это сложенная наждачная бумага. Вот, ложите ее на электрод, нажимаете на педаль немножко, чтобы он сомкнулись пятачки, и вытаскиваете, и сразу 2 пятачка зачищается. Можно, в принципе, так зачищать. Так, что еще? Ну, небольшой такой сладкий подарок. Будете распаковывать, пробовать. Так, здесь вот у меня есть нержавейка 0,5 миллиметровая. Вот, даже по звуку слышно, как они шумят. То есть это миллиметровая нержавейка и 0,5. Буду пробовать вот на миллиметровый сваривать. Здесь вот видно то, что я уже тоже пробовал. Предыдущий заказчик мне оставил, привозил свой материал, пробовал, как он варит, и сразу же заказал мне аппарат. Все ему понравилось. Вот, оставил мне этот материал, я буду на нем пробовать. Так, сейчас поставим камеру на штатив, будем пробовать приваривать. Включим его. Да, эти у нас на станине полозья снимаются. Они на винтах, тоже для транспортировки очень удобно и занимает очень мало места. То есть в машину легковую, багажник, в любой влезет этот аппарат, и можно перевести куда угодно его. Очень удобно. Вот, педаль откручивать не нужно, ее просто кверху поднимается, вот, тяга снимается, прикручивается вот к этим вылетам, то есть ногам, полозьям, да, полозья тоже снимаются, все это полетится и отдельно переводится. Все это очень удобно. Сам аппарат даже умещается вот внутрь этой станины, рамы, вот, и занимает вообще мало места. И большой плюс при доставке транспортной компании занимает меньше места, то есть значит и платить за доставку придется меньше. Вот. Так, на задних пятках этих полозьев у нас имеются колесики, откатные опоры, а на передней части полозьев имеются у нас регулируемые опоры по высоте. То есть для того, чтобы установить его по уровню и не болталось, да, потому что полы в мастерской бывают разные, и наверняка они не установлены по уровню, залиты или смонтированы. Поэтому, чтобы аппарат не качался, не болтался, можно будет отрегулировать для того, чтобы он не болтался. А задние откатные опоры, они очень удобны, если вот поднять за передний, ну, за вылет клещей, приподнять и куда-то его перевести по цеху. Вот, тоже, в принципе, очень удобно. Если вам кажется такой вариант неудобным, можете прикрепить его намертво к полу, к деревянному либо к бетонному. В комплекте у нас анкера и шурупы в комплекте есть. Так, в принципе, все. Сейчас мы поставим камеру на штатив и попробуем его приваривать. Включим аппарат и расскажу, что и как на включенном аппарате. Так, включаем наш аппарат автоматом на задней панели. Заработали у нас кулеры, можно слышать, как они работают, выдувают холодный воздух. Вот, включился контроллер и включился у нас термометр электронный, то есть он показывает световая индикация, очень удобно, все видно. Вот, показывает он температуру, верхний это трансформатор, нижний это контроллер. Показывает еще вольтаж, но это не обращайте внимания, так как это китайцы не знаю зачем так сделали. Еще показывает и вольтаж блока питания, который питает у нас сам блок, этот вот термометр, кулеры. Вот, и на вольтаж не обращайте внимания. 12-вольтовый блок питания стоит. Так, температуру видно, показывает у нас 24 градуса
И регулируется у нас, вот видим, процентовка от 30 до 99%. И время тоже от одного периода до 50. То есть регулировка плавная. Так, кнопка, я уже говорил, переключаете на авто. И он вот сейчас секунду отработает и сам выключится. То есть загорается здесь вот кнопочка. Секунду она будет гореть, пока он будет работать, этот импульс. Вот, педаль гаснет во время нажатия на кнопку. Вот, состояние питания, индикаторные лампочки не горят. Так, вот сейчас я нажимаю, и он секунду отработает и сам выключится. То есть обращайте внимание, здесь лампочка будет гореть целую секунду. Вот он отработал, сам выключился. Отработал, сам выключился. То есть если убавить время до одного периода, то и отрабатывать он будет буквально очень быстро. Вот, ой, слышно. Просто моргает. Так. По поводу, если вы будете пользоваться ручным режимом, то контроллер в это время отключается, и показания выставленные уже действовать не будут. То есть он будет жарить по полной на все 4200 ампер на 5 вольт. И сколько будете нажимать кнопку, столько он и будет работать. Демонстрирую. Вот он гудит, и пока не отпущу палец. То есть это нужно для того, чтобы проварить какие-то толстые металлы, либо разогреть какой-то закисший болт. Вот, например, да, можно приварить металл там 4+4 листовой. Это уже даже не листовой считается, а прокат. Вот. То подержать нужно будет уже больше там 3 секунд, чтобы все это дело проварилось. Вот. В принципе, все. Сейчас мы убавим, наверное, мощность. Нет. Ну, давайте поставим, наверное, на 90. Попробуем на 90. Приварим 2 металла по 1 миллиметру. И время тоже убавим. Сделаем не секунду, давайте, наверное, не знаю, сколько поставить. Поставим. Давайте 15 периодов поставим, пока попробуем на 15. То есть, я уже говорил, да, 25 периодов это полсекунды. Вот, 25 периодов. А мы поставим на 15, попробуем. Вот, 15 периодов. 90% мощности. Так, сейчас мы будем варить. Температура у нас 24. И на контроллере 25. Сейчас мы его попробуем поприваривать. Вот, я так вот поставлю штатив с камерой. И чтобы было наглядно видно, что сварку и нажатие на педаль. Так, сваривать буду. Металл уже деформированный, весь миллиметровый, нержавейка. Вот, я его разгибал, когда отрывал уже приваренные точки. Поэтому он немного деформировался, выправил кое-как молотком. Но главное, чтобы он был ровные, ну, площадки, да, чтобы соприкосновение было ровное, плотное при сварке точки. Так, выбираем автоматический режим, переключаемся. Вот, ставим, как лучше даже, в каком месте поставить. Весь металл уже деформированный. Так, нажимаем, дожимаем педаль. Вот, отработало у нас 15 периодов. Вот, и видим то, что кратер очень сильно большой. Нужно будет либо мощность убавлять, либо время. Сейчас я поближе покажу. Поставил только одну точку. Вот видите, да, кратер глубокий. Выплеснулся даже здесь вот расплавленный металл, нержавейка. Вот этот. Вот, и застыл. То есть такая струйка. Вот, это расплавленная нержавейка. Выплеснулся и застыла. С этой стороны тоже кратер имеется, углубление. Вот. Может быть, нужно еще немного открутить немного педаль, чтобы не поджимала сильно. Вот. Потому что, когда расплавляется и нажимаете,
пятачки сжимают очень сильно и углубляют. Вот, тоже здесь вот видно то, что вот этот металл выплеснулся, да, вот, и застыл таким вот образом. Вот, сейчас мы попробуем, давайте еще третий положим. Третий металл положим. Ну, в любом случае приваривать будет то, что здесь вот два металла по миллиметру. Два металла по миллиметру, да, нержавейка. И точка на 15 периодах, на 90% мощности очень сильно кратер получился. Поэтому в любом случае здесь мощность прям с запасом достаточная будет для того, чтобы варить такие металлы, даже еще убавлять, вот, и чтобы сильно не перегревался аппарат. По работе с аппаратом я скажу сразу, что в работу входит в 10 минут период сварки, да, то есть длительность сварки где-то примерно 3 минуты сварка и 7 минут отдых. 3 минуты сварка, 7 минут отдых. Вот. Если совсем тонкий металл, там до миллиметра, там можно 5 минут работы, 5 минут отдых. То есть давайте отдохнуть к аппарату, чтобы он не перегревался. Контролируйте за перегревом на термометре. Так, давайте положим еще один металл. То есть получится 3 по 1 миллиметру. В каком месте его приварить лучше? Вот таким вот образом. Оставим мощность на том же уровне. 15 периодов, 90%. Вот. Сработал у нас импульс. И смотрим, что у нас тут по точке. Точка уже, кратер уже меньше. То есть мощность вот этой для 3 миллиметров уже более-менее нормально. Смотрим на побежалость. Выплескивается даже немного и здесь, и здесь. То есть расплавляется достаточно хорошо металл. Возможно, что даже контроллером еще нужно будет убавлять либо время, либо мощность. Вот, мы приварили одну точку, да, сделали 3 металла. Давайте их попробуем оторвать. Как видим, металл не отрывается с одной точки. Вот. Я его отгибаю, и он не отрывается. Аккуратней, чтобы пальцы не изрезать. Нет, но он не отрывается. Можно видеть то, что привар просто замечательный. Вот. Мощности, я еще раз говорю, для 3 миллиметров, да, то есть 3 металла по 1 миллиметру нержавейка сварила на 15 периодах и 90% мощности. То есть убавлять, скорее всего, еще нужно будет. Вот такие вот показания. 15 периодов, 90%. По нагреву показывает у нас 25 и 25 градусов. Но, в принципе, мы здесь сделали всего лишь навсего 2 точки. Поэтому, как бы, перегрев здесь большого нету. Вот. Но вы имеете в виду то, что если будете работать примерно, я уже сказал, сколько времени нужно, да? 3 минуты работы, 7 минут отдыха, либо 5 минут работы, 5 минут отдыха. Вот. Там уже смотрите по своей работе, как лучше будет. Вот. Если вы видите то, что у вас перегрева нет, и всего лишь там пока 40 градусов, вот, ну, в принципе, можно еще поработать, да? Немного, несколько точек можно еще поставить. Но, в принципе, я вот на таких, у меня тоже такой аппарат, я на нем пробовал работать, вот, и 5 минут сваривал, и 10 минут сваривал, то есть все нормально, до перегрева не доходит. То есть, опять же, нужно смотреть, какой металл вы варите, толстый металл, либо тонкий металл какой-то. Вот. Чем толще металл вы варите, тем меньше нужно работы и больше отдыха. Вот. Если вы варите совершенно толстый металл, там 3 плюс 3 миллиметра, да, то и отдыхать ему нужно будет больше и варить меньше точек. Вот. Если вот такой, например, металл, 1,5 плюс 1,5 или там 1 плюс 1 миллиметр, ну, работать можно и 5 минут работы, 5 минут отдыха. Вот. И уже смотрите за перегревом. Вот.
уже намного проще работать, когда у вас перед глазами стоит термометр и показывает температуру контроллера и трансформатора. Поэтому прям проблем не будет. Вот. По тому, что мы сейчас сварили, я думаю, вопросов возникнуть вообще не должно. То есть на отрыв точки не отрываются. То есть они будут гнуться. Вот, металл гнется рядом, но не отрывается. Ну, можно самим убедиться, то, что здесь запас мощности просто приличный. Вот. В принципе, все. Тонкий металл 0,5 плюс 0,5 я даже и варить не буду, потому что знаю то, что этот аппарат мощный, и для такого аппарата 0,5 плюс 0,5 это вообще ничего. Вот, в принципе, на этом, наверное, буду заканчивать. Вот. Сейчас мы его проверили, все нормально работает. Буду сейчас его разбирать, паковать и отправлять в транспортной компании, как договаривались. Подписывайтесь на наш канал, на наш YouTube канал. Также у нас есть резервные каналы. Это Яндекс.Дзен и Рутюб. Также есть еще у нас Telegram канал. Вот, также мы ведем в блог у нас еще в Одноклассниках. И группа у нас постоянно это ВКонтакте. Подписывайтесь. Все ссылочки будут внизу в описании под видео. Вот, кому понравился аппарат и хотел бы себе такой же, ставим лайк. Вот, кому такие аппараты не нравятся или кому не нравится, что я делаю, ставим дизлайк. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом аппарате. Вот, задавайте вопросы. Со всеми я держу связь, то есть отвечаю на все комментарии. Вот, так что оставляйте свои комментарии под видео. Вот, тот, кто хочет заказать себе такой аппарат же, вот, или какой-то другой. Так что, как мы делаем аппараты на заказ, не только такие, то есть вылет клещей и длинней, вот, и электрод, медный электрод нижний покороче, для того, чтобы обваривать трубы какие-то, да, по дымоходам, по вентиляшкам. Вот. Также делаем аппараты меньшей мощности, просто ручные клещи. Делаем аппараты также на заказ односторонней сварки. Это то же самое, что сваривать как литий-ионовые аккумуляторы. Вот, только это более мощный аппарат и сваривает он более толстые металлы. Да? То есть ставите два электрода и привариваете вот таким вот образом какой-то металл, полторашку или двушку к толстому металлу, да, вот, и вот таким образом сваривается. Вот. Также делаем сварочные аппараты, это контактная сварка стык. Вот. Делаем маленькие аппаратики, сварочные, контактная сварка, это для литий-ионных аккумуляторов, маленькие аппараты. Вот. Также делаем сварочный аппарат для сварки скруток, это для электриков. Вот. Те, кто понимает толк правильного монтажа проводки. Вот. Делаем такие аппараты для сварки медных скруток, толстых и тоненьких проводков, вот, с регулировочкой. Аппараты маленькие, миниатюрные, удобные, вот такие делаем аппараты. Вот, делаем выжигатели на заказ, опять же, это эксклюзивные выжигатели, те, которые не найти в магазинах розничной сети. Это сварка, выжигатели молний разнообразные и выжигатель резак 2 в 1 можем сделать. Это классический и резак нехромой проволокой раскаленный по дереву. Также резаки делаем для пенопласта, поролона, вот, с проволокой свыше метра. Делаем дымонагнетатели для дымогенераторов, дымогенераторы для холодного горячего копчения на заказ. Вот, так что обращайтесь. Регруверы, пассиваторы, вот, и аппараты для забоя, электрошокеры, можно так сказать, для забоя сельскохозяйственных животных. Вот. Вот, кому интересно, я номер телефона также помещу здесь в видео, внизу видео будет для заказов. Переходите, вернее, звоните и можете интересоваться, вот, заказывать. Также есть у меня WhatsApp, Viber, можете туда писать. Вот так всем отвечаем. Так, ну, в принципе, все. Если вы меня смотрите на смартфоне, либо в компьютере, да, на планшете, ноутбуке, то переходите,
Внизу в описании под видео есть все ссылочки на наши соцсети. Подписывайтесь, вот, обязательно, потому что для того, чтобы не потеряться на YouTube, потому что если YouTube будут блокировать в России, а есть такие предпосылочки все равно уже, вот, и подписывайтесь на Рутюб, на наш канал, и на Яндекс.Дзен. Вот, группа ВКонтакте у нас постоянная, мы там ведем и видео, и фото, все можно найти. Так, ну, в принципе, все. Если вы нас смотрите на Smart TV, то там также можно поставить и лайк, вот, и подписаться. Также есть у них возможность в этих телевизорах. Вот на пульте можно найти, подписаться и поставить лайк. Это поможет нашему каналу для развития. Вот. Алгоритмы YouTube работают так, поэтому чем больше вы нам поставите лайков, напишите комментарий, тем лучше для нашего канала. И наш канал будет развиваться и добавлять в топ наш канал и алгоритмы YouTube. Вот. Поэтому просьба всем подписаться, ставить колокольчик. Вот. На этом все. Всем пока. До новых встреч.